Вы когда-нибудь думали, почему некоторые люди легко строят свою карьеру, могут так спокойно сказать нет человеку, который делает им больно, а вы терпите абьюз раз за разом, боитесь попросить прибавки к зарплате и чувствуете себя виноватой? Вы прошли кучу тренингов, прошли кучу статей, но ничего не меняется. Вы думаете, что проблема в вас. Но дело в том, что все ваши проблемы начались задолго до того, как вы встретили своего партнера или начальника. Все эти проблемы, они из детства. Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы разберем такую глубокую проблему, как формируется наш фундамент. В психологии есть такое правило, что мама формирует наш внутренний мир, то есть она дает нам право чувствовать, а папа формирует наш внешний мир. То есть он определяет наше место в социуме и дает нам право выставлять свои границы. Я подготовил для вас 6 конкретных признаков того, что ваши родители, возможно, из самых лучших убеждений, сломали этот фундамент. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, считайте и запоминайте, сколько из этих 6 критериев совпадают с вашей жизненной ситуацией. А в самом конце мы подведем итог, и я расскажу вам самую главную тайну. Почему ваша попытка получить извинения от родителей – это ловушка, которая погубит ваше будущее. Считайте совпадения, и мы с вами начинаем. Первое – это запрет на негативные эмоции, или мама забрала чувства. Вспомните, как в детстве ваша мама реагировала на ваши слезы, на злость, на страх. Если вы слышали фразы типа «на обиженных воду возят», там, «успокойся», не знаю, «как ты с мамой разговариваешь», это говорит о том, что мама не принимала ваши эмоции, она их не выдерживала. Считается, что мать должна быть эмоциональным контейнером для ребенка, она должна контейнировать эмоции, когда ребенок испытывает какие-то чувства. Например, когда ребенок плачет, мама рядом сидит и говорит: я вижу, что ты плачешь, я вижу, что тебе больно, это нормально в этой ситуации, твои слезы, нет тут ничего плохого, это не запрещенная реакция, и те эмоции, которые чувствуешь, тоже они не запрещены. Но если мать была слишком тревожной, слишком холодной, или не могла справляться со своими эмоциями, то есть эмоции ребенка вызывали у нее какие-то другие эмоции, которые для нее были непереносимы, она запрещала эти эмоции и себе, и ребенку. Соответственно, ребенок не умеет выражать эмоции, и позже он не умеет вообще узнавать, что он чувствует. В результате во взрослом возрасте вы перестаете понимать, что вы чувствуете. Вы терпите токсичного партнера, потому что ваш эмоциональный радар сломан. Когда вам хамят, вы улыбаетесь. Если вы часто ловите себя на мысли «я не знаю, чего я хочу, и я не знаю, что я чувствую», значит, у вас есть одно совпадение. Второе. Синдром удобного коврика и страх конфликтов. Это папа забрал границы. Фигура отца в психологии – это закон, защита и границы. Папа учит ребенка: я тебя всегда поддержу, ты можешь дать отпор. Если у ребенка в детстве нету отца, или отец, скажем, пьющий, или какие-то у него там психологические проблемы, или наоборот, он очень деспотичный, очень такой жестокий, то в такой ситуации у вас не сформируется внутренний защитник. Как это проявляется во взрослом возрасте? Вы панически боитесь конфликтов. Если вам в ресторане принесли какое-то холодное блюдо, или, скажем, не с тем соусом, вы будете его молча есть, только чтобы не конфликтовать с официантом. Если вам коллега на работе, не знаю, навешивает каких-то задач, вы не сможете ему отказать, чтобы не конфликтовать, и будете это выполнять. Потому что внутри у вас нет вот этого защитника. Вы все это терпите, потому что внутри вас нет огромной, сильной отцовской фигуры, которая позволила бы вам сказать: нет, со мной так нельзя. Если вы боитесь говорить слово «нет», это ваше второе совпадение. Третье. Любовь нужно заслужить. Это мама забрала ценность. Если вы в детстве слышали от матери такие фразы, что «а почему 4, а не 5?» Или вот «у тети Лены такая дочка умница, не то что ты», то таким образом в вашей психике сформировалось убеждение, что любовь нужно заслужить, и вы сами по себе изначально не представляете ценности, а ценны вы только когда вы полезны. Когда вы удобный ребенок, когда вы, не знаю, там, уборку сделали, когда правильные оценки принесли. Во взрослой жизни такие женщины становятся легкой жертвой нарциссов и потребителей. Вы расшибаетесь в лепешку, тащите на себе быт, может быть, берете кредиты на его бизнес. Вы пытаетесь выслужить любовь партнера, доказывая ему свою полезность, как когда-то доказывали ее маме. Если это про вас, то это третье совпадение. Четвертое. Это синдром самозванца и страх масштаба. Папа забрал твое место в мире. Папа — это вектор в социум. Именно отец или отцовская фигура дает ребенку право на амбиции, право на ошибки и благословение на масштаб. Грубо говоря, это звучит так: пробуй, если упадешь, я тебя поддержу. Если отец вас обесценивал, фразы «сиди, не высовывайся», там, «куда ты лезешь», «с твоими способностями у тебя не получится», то сейчас вы сидите на нелюбимой работе. У вас могут быть блестящие мозги, 2 высших образования, но вы боитесь заявить о себе. Вам кажется, что вы недостойны больших денег, что вы занимаете чужое место. Ваш масштаб сузился до размера спичечного коробка. Если вы боитесь проявляться и зарабатывать, это четвертое совпадение. Пятое. Выбор партнера-палача.
Психика человека такая парадоксальная штука. Мы в отношениях ищем прежде всего не того, с кем будет хорошо, а того, с кем будет привычно. Если в детстве дом ассоциировался с криками, тревогой, эмоциональной холодностью матери, жестокостью отца, то ваша нервная система запомнила так, что любовь — это боль плюс напряжение. Вы встретите нормального, заботливого мужчину, и он покажется вам скучным. Но стоит на горизонте появиться какому-то вот холодному манипулятору, который смотрит на вас свысока, и ваша травма кричит: «О, это что-то знакомое, сейчас я его растоплю». Вы бессознательно выбираете мужчин, с которыми отыгрываете свои детские травмы. Считайте это совпадение, если вас тянет к холодным или проблемным мужчинам. И теперь послушайте меня внимательно, я расскажу вам то, что обещал в самом начале видео. Многие люди, осознав, что родители нанесли им эту травму, попадают в страшную ловушку. У них накапливаются обиды, они переходят к пожилой матери, отцу, высказывают все претензии, они надеются, что родители все осознают, покаются, извинятся, и тогда в жизни этих людей, возможно, что-то изменится. Вот здесь послушайте меня очень внимательно. Ваши родители никогда не извинятся так, как вы этого хотите. Они никогда не скажут вам то, что вы хотите услышать. Ваши родители находились в той ситуации, в которой вот они находились, в тех травмах, в которых они выросли, в тех обстоятельствах. Они не имели злого умысла, чтобы наносить вам эту травму. Соответственно, они не могут искренне извиниться, потому что они не делали ничего плохого с их точки зрения. Главный инсайт психотерапии заключается в следующем. Чтобы стать счастливым, вам не нужно менять своих родителей. Вам нужно стать родителем самой себе. Вам придется самостоятельно стать той принимающей, теплой мамой для себя, которая скажет: и ты можешь плакать и злиться, и тем сильным отцом, который может сказать: я тебя в обиду не дам. И только взяв ответственность за свое восстановление на себя, вы перестаете быть заложником своего прошлого, своих детских травм. Сделать это самостоятельно невероятно сложно, потому что наша психика всегда стремится стать на прежние рельсы. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько из этих 5 пунктов совпало у вас, чтобы мы понимали, кого из нас больше. Тех, у кого забрали право на чувства, или тех, у кого забрали право на защиту. Если вы посчитали эти совпадения и понимаете, что устали жить по сценариям, которые разрушают вас и ваши отношения, ссылка на запись на мои консультации есть в описании под этим видео. Приходите, и мы выстроим ваш фундамент заново. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому оно сейчас жизненно необходимо. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.